Итак, друзья мои, всем доброй ночи. Сегодня творю для вас. Сегодня у меня много энергии, и я буду, наверное, делать много работ. Вы знаете, понимая, сколько судеб спасет эта работа, например, и не только это, я понимаю, что мои бессонные ночи, мои старания, моя усталость, это все будет не напрасная жертва. Чем отличается настоящий профессионал от тех, кто ноль без палки? Своей преданностью, своей абсолютной преданностью и фанатизму к своей работе. Если ты говоришь о магии, значит, ты должна всецело владеть этой ситуацией. Если ты делаешь ритуалы, ты должна делать достойно. Ты должна подготовить алтарь. Может быть, иногда усталость нахлынет, и человек просто, не может, говорит, вы сами сделаете, я сегодня уставшая, не буду никакие алтари показывать. Изредка такое может быть, когда ты понимаешь, что тебе нужно подарить людям что-то, сделать очень срочные работы, но сил нету на алтаре. Но люди, которые видели твои работы уже до этого, они с пониманием относятся. Однако, если у тебя никогда нет достойных алтарей, достойной работы, то называть тебя профессионалом уже язык не поворачивается. Дорогие друзья, удачу, деньги, имущество, все вызывается соответственным образом. Невозможно вызвать удачу пластмассовой утварью на полу. Невозможно, сидя в собачьей конуре, махая руками, написав там фломастером на какой-то бумажке, призывать великие деньги. Потом человек, который знает достаток, человек, который ощутил этот достаток в своей жизни, только этот человек знает секрет денег, секрет удачливости. И только этот человек может вам объяснить, помочь и подсказать, как самим этого добиться. Все, что вы здесь видите, это подарки мне за последние, наверное, года 2-3, где-то так. Это малая часть этих даров, малая часть, и вы это знаете. Это все дары. Дары от Вселенной за мою щедрость, за мою любовь к людям. Это все возвращалось подарками. Замечательными, красивыми. И даже не в ценности дела, а в уважении. Потому что каждый подарок, каждый предмет, каждое украшение – это чья-то спасенная жизнь, судьба. Это чья-то свобода. Это чья-то жена, которая родила ребенка. Понимаете? О чем это говорит? Что человек, который знает, как получить от Вселенной эти дары, может вас научить. А может ли диетолог весить 500 килограмм? Может ли, скажем, мастер по маникюру ходить с ободранными ногтями? Может ли ведьма быть нищей и учить вас, как надо богатеть? Всегда вызывает смех, когда люди, которые действительно нищеброды и по жизни, и в душе, люди, которые к 40 годам носят пластмассовые бусы, потому что иного не добились. Я не говорю о тех людях, которые все потеряли и начинают с нуля. Это совершенно иное. А люди, которые до своих 40 лет, дожив, ничего не смогли нажить, ни материальное, ни имя, ни, скажем, ни славу, ни место под солнцем, ни профессию, ничего. И такие люди учат других, доброй ночи, учат других, значит, как разбогатеть. Понимаете, это вызывает просто смех. Потому что учить разбогатеть, давать ритуалы богатства, а самому жить на помойке, мне кажется, это действительно смешно.
Так вот, к чему я говорю? Что тот человек, который добился успеха в жизни, успех просто так не приходит, только через труд. Но в то же самое время надо знать, как этот успех привлечь, потому что очень многие люди трудятся, но у них нет никакой удачливости. Они все равно как бы этот весь труд идет в никуда. Достаточно знать, как привлечь удачу, и уже твои старания не напрасны, они уже приносят плод. Так вот, только человек, который сам достиг успеха, может вас научить, как этот успех приблизить. Невозможно вызывать денежную силу бедными алтарями. Запомните, уважаемые люди, духи должны видеть атрибуты богатства. Только видя атрибуты богатства, они дают еще новые богатства. Невозможно, нереально. Нереально какими-то там бумажками что-то написать, фломастером что-то и представить, что к тебе идут деньги, и тут же деньги посыпятся. Невозможно нелепыми собраниями слов оттуда, отсюда урванными привлечь какое-то богатство. Ритуалы должны быть лаконичные, ритуалы должны быть логичные, ритуалы должны быть обращение к определенной силе, они должны бить прямо в цель, они должны объясняться для чего, кому мы обращаемся, кто эта сущность и так далее, и так далее. Только это и есть профессиональная работа, и это действительно дает плоды. Я вам обещала уже сколько дней, я вам сказала, то, что рождается в муках, оно действительно имеет смысл. Уже сколько дней я пытаюсь снять 9 дочерей Ульгена. Никак не получалось, ну вот никак. И я сказала, скорее всего, это будет очень сильная работа. Потому что когда работа рождается в муках, она действительно реально очень сильная. Для этого ритуала вам желательно красная ткань или золотистая ткань. Атрибуты богатства, атрибуты достатка. Вот это мне тоже подарили. Это бриллианты, бриллиантовые, то есть, как он там назвал, уже забыл, представляете? Все, комплект. Это рубины, бриллианты. Очень красивый, один из моих любимых колец. Правда, я мало одеваю, потому что они немножко маловатые мне стали. Первое время было как бы неплохо. Да, бриллианты, они ни с кем не спутаешь. Так вот, те, которые говорят, а что делать, если у нас нету там золота, бриллиантов, там нету у нас серебра? Я вам скажу, начните с малого. Сначала сделайте ритуалы с малого. Когда вы наберете постепенно, потом делайте ритуалы более сильные. Сразу не кидайтесь на великое богатство, на сильную удачу. Не может быть сильной удачи у человека, который еще малую удачу к себе не привлек. Согласитесь? Должна быть сначала малая удача, потом уже сильная удача. Постепенно это должно прийти, дорогие друзья. Сразу не приходит. Если у вас еще нет этой возможности сделать такие алтари, сначала привлеките малую удачу. Как говорят, для того, чтобы стать очень богатым, для начала надо быть просто богатым. Понимаете? Нужно вложиться в это. И алтари подобные призывают богатство, призывают удачу, но они изначально должны быть богатыми. Итак, дорогие друзья, золотистая ткань или красная ткань, зеленая здесь не подходит, обычные восковые свечи, песок или земля, почва. Далее. Вот сюда втыкаем посредине благовоние. Можно другого типа благовония. Я люблю фумиам, потому что он удобный и горит, и тлеет быстрее. Дальше. Подготовьте еще 9 монет и разрежьте красную, значит, забыла сейчас секунду, красную ленту на 9 маленьких таких кусочков. Сейчас, секунду, я забыла. Я сейчас возьму, если, конечно, здесь оно.
Нет, наверное, все-таки не здесь. Ну ладно, мне простительно, потому что я очень занята бываю. И красная лента. Теперь послушайте меня. Я решила подарить вам этот ритуал полностью. После того, как напечатали мы из скоропомощников, вторая часть скоропомощников, шаманские шепотки. И там 9 дочерей Ульгена. Это на быструю удачу. Вот сиюминутную удачу. Вот надо тебе сейчас, чтобы удачный момент подвернулся. Начитываешь этот шепоток. И когда люди начали говорить, писать о том, что им достаточно было просто нашептать, и у них продавались квартиры, и у них продавались акции, и у них покупались дома за ту цену, которую они могли себе позволить. Когда люди начали говорить, что они шепчут и рассматривают объявления, и там находят просто замечательные дома, квартиры, которые как раз им по карману и очень им нравятся, потому что кому-то очень срочно надо продать. Когда люди сказали, что продажа, покупка машин настолько быстро происходит с этим шепотком, и когда уже те, у которых нету этой книги, скоропомощник, да, вторую часть, начали говорить, просить, а вот где найти вот этот вот шепоток, а как можно найти, я подумала, а давайте я полностью ритуал подарю все-таки людям. Полный ритуал, который у меня есть, естественно. Я хотела потом издать в книге, потому что, вы поймите, я не успеваю. Конечно же, я могла бы сказать, вот этот шепоток дочери Ульгена, да, вот купите скоропомощник, он там есть. Могла сказать? Могла сказать. Но вы знаете, что для меня корысть – это последнее дело. Если мои книги покупаются, это всего лишь говорит о моей востребованности, не более того. Но 80% моих работ просто бесплатно дарится народу. И я сказала, надо людям подарить. Уже неделю с чем-то, наверное, я пытаюсь снять 9 дочерей Ульгена, но ни в какую. То одно происходит, то второе. Сегодня уже собиралась снять, и опять что-нибудь случилось. Но я думаю, нет, вот я себя просто пересилю, и сегодня я 100% людям подарю. Потому что, еще раз вам говорю, ну, стоит того. Понятное дело, после, знаете, эти все алтари разбирать, все по этим шкатулкам раскладывать, это непросто. Но у меня есть уважение к силам. Понимаете, уважение к силам должна быть. Это самое главное условие, если ты хочешь, чтобы твоя магия работала. Без уважения к силам, с какими-то там листочками, фломастерами, дорогие друзья, это не магия, это херня. Если вы хотите помощи, если вы хотите сделать морок, если вы хотите избавиться от врагов и так далее, ритуалы, они намного проще. Но если вы хотите, чтобы в вашей жизни была удача, если вы хотите, чтобы в вашей жизни были деньги, слава, возможности, вы должны стараться. Деньги – это очень капризная сила. Они просто так не приходят в нашу жизнь. Вот в этом смысле, в этом случае вы должны стараться. Вы должны делать эти алтари, подготавливать. Еще раз говорю для тех людей, которые говорят, а если у меня нету украшений, ничего и так далее. Дорогие друзья, прежде чем просить об очень сильной удаче, для начала хотя бы малую удачу к себе привлеките потихоньку, а потом уже в течение там 3-4 месяцев, когда у вас накопится, а у вас накопятся эти украшения. Вот все сейчас, кто в форуме, сейчас скажут и подтвердят. За несколько месяцев у вас накопится, у вас в сундуках места не останется, столько накопится. Вы уж мне поверьте. Даже вот то, что нужно поставить, скажем, положить возле фортуны сундуки с украшением, уже стимул. Уже стимул для того, чтобы люди покупали эти украшения. И хотя бы ради фортуны, а потом сами носят, естественно, тоже.
Понимаете, даже это уже стимул для того, чтобы собирать украшения, чтобы собирать. Дорогие друзья, это все вашим детям останется, это ваше семейное, это передастся вашим детям. И вы знаете, мастера умирают, мастера уходят, а их работы неповторимы. И с каждым десятком лет эти украшения, эти работы становятся дороже и дороже. Потому что уже такие не делают. Так что это, знаете, это нужно. Это тоже нужно. Когда у человека есть некий запас, он спокоен, он понимает, что у него все равно есть какая-то, знаете, какой-то финансовый там, как бы финансовая недвижимость на всякий случай. Хотя я не рекомендую ничего продавать никогда. Стоит что-нибудь продать, и вы все продадите с молотка. Если вы продаете машину, чтобы купить другую, это другой вопрос. Но если вы продаете, чтобы отдать долг, поверьте мне, вы дальше еще что-нибудь продадите и так далее. И вот так все уйдет. Не вздумайте никогда продавать ничего. Люди, которые в ломбард сдают, потом еще сдают, потом снова сдают так до последнего. Потом очень большим трудом выкупают оттуда или не могут выкупить. Лучше взять кредит, лучше взять долг отдать, но из своих вещей не продавать. И дарить тоже свои вещи не стоит. Некоторые, знаете, раз сняли себя, подарили, я так делала много раз. Не нужно этого делать. Это тормозит твое финансовое благополучие, потому что судьба это тебе подарила, это твое. Хочешь подарить, купи и подари. Свое не дари. Можно дарить свое, но человеку очень близкому, который тебе зла не желает. Ты хочешь порадовать близкому. Но редко у нас бывают близкие люди. Сколько было случаев, когда вы считали человека близким, одаривали, дарили свое, а потом получали очень нехорошо по голове. Нет, свое желательно не дарить. Купите и дарите, свое не дарите. Не надо. Итак, начнем для начала. Сейчас возьму, опять же забыла. Знаете, не забывайте поговорку «сегодня друг, а завтра самый ярый враг». Поэтому, знаете, это непредсказуемая вещь. Итак, дорогие друзья, начнем. Ульген. Ульген – алтайское божество. В шаманизме он считается отцом светлых сил, предводителем светлых сил. У Тенгри есть два сына – Эрлик и Ульген. Ульгенни, если уж точно. Это же алтайский язык. Это позже начали называть тюркский язык, когда уже племена тюрков стали как бы известны в истории, то их язык назвали тюркским. На самом деле это алтайский язык, древний алтайский язык. Так вот, у бога Тенгри, у бога голубого неба, как его называли, победоносного Тенгри, есть два сына – Ульгень и Эрлик. Насколько я помню, Эрлик, да, просто Эркен еще есть, да, Эрлик. Ульгень – это бог светлых сил, Эрлик – это бог преисподней и темных сил. Так считается, темных или черных сил. Они два брата. Если нужно наслать зло, то призывают детей Эрлика. Если нужно творить добро или просить великую удачу, то детей Ульгена. Но сыновья Ульгена, они дарят победу. А вот 9 дочерей Ульгена – это те, которые приносят удачу, благополучие и деньги во все сферы человеческой жизни. Их называют Аккызлар, что в переводе означает «светлые дочери». Вот эти 9 дочерей Ульгена, называющих Аккызлар, светлые дочери,
приносят удачу во все сферы человеческой жизни. И когда хотели призвать Ульгена, в семье кочевников или алтайцев раскладывали свое имущество, все, что у них есть, деньги, монеты и так далее, раскладывали на золотистую ткань и призывали 9 дочерей Ульгена. Дорогие друзья, естественно, эти все народные поверья, традиции и эти все ритуалы, они как бы остались. Ну, татарский есть тоже тюркский язык, и тюркская группа языков. Они остались в истории. И понятное дело, что семьи не так легко отдают свои знания, да, миру. Но поскольку мне дано, одним словом, и мне раскрывают боги свои тайны, то я создала ритуал призыва 9 дочерей Ульгена. И я всего лишь испробовала в своих шаманских шепотках, вот он, дочерей Ульгена, в скоропомощнике втором. Всего в шаманских шепотках я отдала. Я вам говорила, шаманские ритуалы против богов. Откройте, смотрите, они настолько сильны и простые в действии. И когда просто шепотки, обращение к дочерям Ульгена сработали так, что люди были просто в восторге, я подумала, мне нужно подарить полный ритуал людям. Хотите удачу в делах, резкую, сильную удачу, золотистая или красная ткань, свои украшения, земля или песок, 9 свечей восковых, посредине или благовоний, или фимиам. Зажигаете, читаете 9 раз, после оставляете это догореть полностью. Берете вот это все, вот этот песок или землю, в течение 3 дней уносите под любое дерево, вот это переворачиваете. Дальше подходите к одному дереву, вот эта вот красная, значит, лента, которую нужно разрезать на 9, ну, таких кусочков, таких маленьких, чтобы можно было завязать узлом. Берете, вот это повернули под любое дерево, потом подходите к другому дереву, завязываете красную ленту и говорите: первой дочери Ульгена, оставляете внизу монету, отходите. К другому дереву за 9 деревьев вы должны привязать красными маленькими ленточками, каждый раз говоря: первой дочери Ульгена, второй дочери Ульгена, третьей дочери Ульгена, и так до 9 дочерей. И когда дойдете до 9 дочери, скажете, опять же, завяжете, скажете: 9 дочери Ульгена, положите монету. У кого в стране нет монет, уже говорила, повторяться не буду, камни различные покупайте, бирюза, метись, все, что хотите. И в конце 9 дочери Ульгена и говорите: откупаюсь, и уходите. Желательно, чтобы в эту лесополосу, в этот вот лес или где вы это сделаете, в своем саду нельзя. Желательно, где вы это сделаете, не появляться некоторое время, пока у вас эта работа, это дело не получится. Это очень сильно, особенно завязывать, значит, привязать вот эти вот красные ленточки, это призыв силы. Вы говорите о том, чтобы они пришли быстрее. Каждый день это пристанище, обиталище духов. И когда возле деревьев оставляете откуп, когда вы привязываете, знаете, у грузин есть натурисхэ, называется, дерево, значит, счастья, дерево желаний. К дереву привязывая, вы быстро даете сигнал в мир духов, чтобы они исполнили то, что вы хотите. Природа вам в помощь, по-моему, я там этот грузинский ритуал выложила. Я много чего выкладывала, можете найти. Сейчас даже сама не помню, как они назывались. Почему? Потому что их много. И когда я создавала, я название не придумывала. Это название было для Ютуба. Так-то я знаю, как она, и тексты, и о чем. Но название придумано для Ютуба, чтобы как-нибудь их обозначить. Зажигаем свечи,
Читать нужно 9 раз. Я не прочитаю 9 раз. Потом оставляйте свечи догореть, благовоние истлеть. На следующий день желательно относите под дерево с красной лентой, которую вы разрезали заранее на 9 узлов. Берете 9 монет. Под каждым деревом, значит, под первым деревом высыпайте это все. Идете ко второму дереву, привязываете эту красную ленту и говорите: первой дочери Ульгена. Оставляйте монету, уходите. Привязывайте ленту к другому дереву, второй дочери Ульгена привязали, уходите. Не имеет значения, можно к пальмам привязать. И так далее. И вот так вот 9 деревьев обходите, к 9-му дереву подходите, когда привязываете и говорите: девятой дочери Ульгена откупаюсь, и уходите. Все. Итак, одну секунду. Было бы интересно посмотреть в исполнении людей этот ритуал, потому что часто люди отправляют, но я всегда говорю: отправляйте, я не она выложит в гостиной. Попрошу сейчас всем хором, табуном это не делать. Просто интересно было бы посмотреть, как люди это будут делать. Так, благовоние. Благовоние – это дым. Всегда считался дым путеводителем. Дым дает силу ритуалам, дым уносит вверх слова. Не зря, скажем, в степной магии или в славянской магии часто говорят возле поддувала, часто говорят возле печки, да, часто дают наставление дыму. Дым, Дымович, огонь, Огневич, иди там по миру пройди, того-то найди, домой приведи и так далее. Вы, наверное, слышали. Это наставление, это указание дыму, потому что дым – это такая материя, которая уходит во Вселенную вместе с вашим желанием. Сейчас, секунду. Итак, сюда, посередине, и начинаем читать. «О сын великого Тенгри, щедрый даритель удачи Ульгень, даруй мне невидимые крылья, вознеси до своих щедрот, подари мне великое везение. О Ульген, отправь своих дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлый пресветлый Ульгень, одаритель всех начинаний, добрый покровитель, безотказный отец счастливого случая, обрати свой взор на меня сейчас, даруй мне удачу сегодня, в сей час, в сей же час. О Ульген, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлоликий сын великого Тенгри, о добродетель Ульген-повелитель, отправь мне свое благословение, Отец добрых сил, великий даритель. О Ульген, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. Еще раз читаем. Разве у меня есть некрасивые работы? По-моему, их нет. Еще не было. О сын великого Тенгри,
Щедрый даритель удачи Ульген, даруй мне невидимые крылья, вознеси до своих щедрот, подари мне великое везение. О, Ульгень, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлый пресветлый Ульгень одаритель, всех начинаний добрый покровитель, безотказный отец счастливого случая, обрати свой взор на меня сейчас, даруй мне удачу сегодня, в сей же час. О, Ульгень, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлоликий сын великого Тенгри, о добродетель Ульген-повелитель, отправь мне свое благословение, Отец добрых сил, великий даритель. О, Ульгень, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. Еще раз читаю. Наверное, последний раз, потому что потом закончится зарядка. О сын великого Тенгри, щедрый даритель удачи Ульгень, даруй мне невидимые крылья, вознеси до своих щедрот, подари мне великое везение. О, Ульгень, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлый пресветлый Ульген-одаритель, всех начинаний добрый покровитель, безотказный отец счастливого случая, обрати свой взор на меня сейчас, даруй мне удачу сегодня, в сей же час. О, Ульген, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. О светлоликий сын великого Тенгри, о добродетель Ульген-повелитель, отправь мне свое благословение, Отец добрых сил, великий даритель. О, Ульген, отправь своих 9 дочерей мне на подмогу. Одна в деле поможет, вторая дорогу откроет, третья нужных людей привлечет, четвертая врагов устранит, пятая даст помощь в делах, шестая возвысит меня до небес, седьмая удачу подарит, восьмая деньгами одарит, а девятое дело в мою пользу завершит. Да, именно так и будет. Если кому-то нужна просто удача, пожалуйста, это есть в скоропомощниках вторая часть. Потому что у меня просто не было времени действительно все это показывать и подарить. Поэтому некоторые ритуалы в книгах. Это скоропомощники, вторая часть. Вот я вам дарю, показываю. Можете прямо отсюда остановить и переписать. Но если кому-то нужна очень сильная удача, то совершите весь ритуал обращения к Ульге, к его дочерям, которых называют Акгизлар, что в переводе означает «светлые дочери» или «светлые девушки». Итак, дорогие друзья,
те, которые говорят, что делать, если у меня пока еще нет таких украшений и прочего-прочего, как же мне привлечь, что мне положить на алтарь. Для того, чтобы привлечь сильную удачу, для начала привлеките просто хотя бы удачу. А когда в течение нескольких месяцев у вас начнут появляться украшения за украшением, кто-то подарит, где-то купите на распродаже. Кстати, вечная деньга, растянуть деньгу, собрать деньги и так далее. Эти все ритуалы помогают, чтобы вы покупали все, что вам хочется, но при этом почти что не потратились. Мне писали люди, что они поехали купить это, то, второе, десятое, двадцатое, взяли огромную сумму денег, там купили по бесценке, здесь 70% уступили, там что-то там на распродажу. И они практически ничего не потратили. И они говорят, мы в шоке, мы потратили всего 20% из этой суммы, но купили все, что нам было нужно. Эти все ритуалы, уважаемые мои друзья, да, вечная купюра, точно так же. Они все созданы для того, чтобы облегчить вам жизнь. И вы тоже облегчите, пожалуйста, мою жизнь. Не спрашивайте одно и то же, не говорите, что мне делать, как мне делать, чего мне делать. Облегчите, пожалуйста, мою жизнь. Возьмите и сделайте то, что уже бессонными ночами вам подарено, из-за чего я сражаюсь, что у меня воруют, за что меня преследуют, ненавидят, а я, невзирая ни на что, не оставляю вас, не закрываю канал, не плюю, не машу рукой, не говорю, пошли бы все к чертям собачьим, а наоборот, еще больше, с большим рвением работаю, потому что моя работа нужна людям. Понимаете, я столько делаю для вас, вы тоже для меня что-нибудь сделаете, просто не беспокойте меня по мелочам. Берите мои работы и проведите, больше ничего от вас не надо, ничего, не забывайте откупиться, не забывайте кормить бездомных животных. Не забывайте взять бездомные животные к себе домой за все хорошее, что боги вам делают. Помогите животным, потому что глазами бездомной собаки на тебя смотрит Бог. Знаете такое выражение? Вы тоже что-нибудь сделаете, помогите другим людям. Снимите, говорите, что вам помогло, чтобы стимулировать людей брать и делать. Потому что в эти страшные времена только наши ритуалы, только наше обращение помогли вам многим пережить этот кризис, не остаться без денег, не остаться голодным, не остаться на улице. Люди, когда просто трясутся от отчаяния, не зная, что делать, мои зрители покупали квартиры, дома, машины, продавали квартиры, которые залежалые, как говорят, долго не продавались, и многое-многое другое. Это все благодаря этим бессонным ночам и работам. Если я знаю, что это кому-то поможет, я это буду делать. Здравствуйте, Алевтина. Это спасение многих жизней, это возвращение людей к жизни нормальной и так далее. Дорогие друзья, что бы ни говорили, как бы ни гавкали, но в любом случае души, спасенные мной, свидетельствуют в пользу меня. Это древнее сказание, еще восточная притча, которая вошла даже в Коран, что души, спасенные тобой, будут свидетельствовать в пользу тебя. Что хотите, говорите, делайте. Нереально, невозможно победить человека, который дарит столько добра. Нереально. Зло никогда не побеждает добро. Зло на время может ранить добро, но победить не способно. Всем удачи и будьте добрее, будьте людьми. Становитесь людьми, в себе откройте свои таланты, просите богов, делайте ритуалы, обращайтесь и идите вперед, и живите хорошо, и создавайте хорошие династии, хорошие семьи, достойных детей, которые завтра вам ответят тем же самым. Вот для чего я, собственно говоря, работаю вот 2 часа ночи, 3 часа ночи. Кто-то спит для того, чтобы завтра проснуться, новое дерьмо снять и вылить на меня, а я сижу и помогаю людям. Поэтому я буду жить, а они уже мертвы. Люди, от которых толку нет Вселенной, они все равно, что мертвые, понимаете? Это бесполезное существование и очень жалкое существование. Но мы никогда не будем жалко существовать. Живите на полную катушку, как будто сегодня последний день. Сидите и думайте, что я должен сегодня тоже сделать. Екатерина Великая говорила, день, когда я не беру перо в руки, для меня пропащий день.
бесполезно прожиты. Вот то же самое у меня. День, когда я что-нибудь не сняла, не сказала, или хотя бы не создала, или не переписала, или что-то новое мне не пришло, это день для меня потерянный, понимаете, считается. Я живу для того, чтобы делать добро, невзирая на то, что мир мне сделал очень много зла. Очень много зла. И многие люди говорят, как можно пережить такое, и вы даже 10% того, что я пережила, не знаете. И люди удивляются, как можно пережить такое, столько предательств, столько боли, столько всего, остаться человеком и хотеть людям помочь. Да вот так и можно. Если ты человек, тебя никто тварью не сделает, поверьте мне. И не верьте никогда людям, которые говорят, вот жизнь такая, поэтому я стала сукой. Ничего подобного. Жизнь не может из достойной женщины делать суку. Это нереально. Если ты человек, ты человеком останешься. Люди проходили концлагеря, люди проходили сталинские лагеря, люди проходили немецкий плен и возвращались и оставались людьми. Понимаете? А были люди, которые росли в любви, в заботе, не знаю, в таком уважении родителей, все там, все над ними тряслись, а росли ублюдками. Это зависит от человека, от того, какую душу ему боги дали. Низменную сущность или высокую душу. Вот и все. Всем удачи, всех благ и, пожалуйста, еще одна работа вам в помощь. Это для людей, которые хотят резко просто получить очень сильную удачу. Вот им очень надо в этот момент, очень надо. Но я советую новичкам не начинать сразу с сильных ритуалов. Начните пока с малых, пока привлеките хоть немного эту удачу к себе. Потом уже начинайте более сильные работы с удачей, потому что более сильные работы требуют больше затрат и лучших алтарей. Понимаете меня, о чем речь? Всего хорошего.